Представьте себе остров, погруженный в спокойствие и естественную красоту, где заключенные живут в коттеджах, иногда приплывая к цивилизации на яхте. Это и есть тюрьма Бастой. Здесь, на отделенном участке Норвегии, живет множество людей, чьи ошибки привели их к заключению. Однако вместо ужасной тюрьмы они попали в закрытое общество, из которого не спешат уходить даже те, кто скоро обретет свободу. Пересекая остров пешком или на велосипеде, заключенные наслаждаются свободой под открытым небом, ведя размеренный и скромный образ жизни. Здесь, в отличие от суровых камер, предоставляются все удобства, которые можно ожидать в лучших отелях. Тем, кто там пребывает, даже предоставляется возможность учиться и развиваться. Каждый дом окружен нетронутыми лесами. Заключенные сами управляют своим ежедневным распорядком, работают в саду или ухаживают за животными. В подлинно скандинавском стиле все направлено на создание гармонии и социального благополучия. Уровень рецидивизма после пребывания в этой тюрьме минимален. Многие из богатых заключенных переосмысляют свои приоритеты, восстанавливают связь с природой и учатся, что настоящая роскошь заключается в простоте бытия. Кордильеры в Чили. В отличие от других чилийских тюрем, Кордильеры отличалась неприлично роскошными условиями содержания. Представьте себе, отдельные камеры с собственными ванными комнатами, телевизорами и даже тренажерами. Заключенные, многие из которых были высокопоставленными офицерами и генералами, жили в атмосфере комфорта, в то время как их жертвы и их семьи продолжали страдать. Это было место, где осужденные за жестокие преступления наслаждались привилегиями, словно находясь на курорте. Говорят, что они имели доступ к телефонам и интернету, могли общаться с семьями и даже организовывать вечеринки. Все это вызывало негодование у чилийского общества, которое видело в этом оскорбление памяти жертв диктатуры. Особенный скандал вызвал случай, когда заключенные устроили барбекю прямо на территории тюрьмы с музыкой и танцами. Фотографии этого праздника просочились в прессу, вызывая взрыв гнева. Люди не могли поверить, что такие преступники могут так комфортно отбывать наказание. Кордильера стала символом безнаказанности и несправедливости. Она показала, как богатство может извратить даже благие намерения и создать привилегированные условия для виновных в самых тяжких преступлениях. Для чилийцев это была открытая рана, напоминание о темных годах истории. Дорогая тюремная жизнь в Колумбии. Наверное, мало кто задумывался о том, что жизнь за решеткой может быть роскошной, особенно в тюрьме Ла-Пикота в Колумбии, где, казалось бы, суровая среда умудряется трансформироваться в нечто почти столь же изысканное, как на свободу. Здесь дни и ночи богатых заключенных наполнены чем-то гораздо большим, чем просто унылые рутины и ожидания. Вместо этого вечеринки, напоминающие шикарные мероприятия за пределами тюрьмы, с изысканными блюдами и напитками. Невероятное влияние и финансовые возможности миллиардеров позволили обставить их камеры дорогущими предметами интерьера и всеми благами, которые только можно вообразить в таких условиях. Заключенные становятся хозяевами своей судьбы, устраивая достойные зависти мероприятия, недоступные даже многим свободным людям. Но существуют и другие истории, такие как побег Матамбы. Этот человек показал, что деньги могут открыть почти любые двери, включая и тюремные. С помощью подкупленных охранников ему удалось выбраться из этой тюрьмы на свободу. Его поступок лишь подчеркивает, богатые заключенные в состоянии не только устроить жизнь в клетке, но и при желании избежать ее. В пригороде Стокгольма среди тихих лесов и ухоженных улиц расположилась тюрьма Солентуна, заведение, чья репутация далека от мрачных образов, которые обычно ассоциируются с местами лишения свободы. Солентуна, построенная в середине 20 века, выделяется своей уникальной философией исправления и ресоциализации, а также необычными условиями содержания. Со стороны тюрьма Солентуна больше напоминает современный студенческий кампус, чем традиционную тюрьму. Здания здесь светлые и просторные, с большими окнами и зелеными газонами. Здесь заключенные имеют возможность свободно перемещаться по территории, участвовать в различных образовательных и профессиональных программах, а также заниматься спортом и творчеством. Здесь есть библиотека, спортивный зал, музыкальная студия и даже небольшая ферма, где заключенные могут ухаживать за животными. Одной из главных особенностей Солентуны является акцент на ресоциализацию и подготовку заключенных к возвращению в общество. Тюремные программы направлены на развитие навыков, необходимых для успешной адаптации после освобождения, такие как умение готовить и улучшить свой внешний вид. Специально оборудованные комнаты для свиданий созданы для того, чтобы поддержать семейные связи и помочь заключенным сохранять отношения с близкими. Однако Солентуна не является раем для преступников. Здесь также существуют строгие правила и ограничения, которые направлены на обеспечение безопасности и порядка. Но, в отличие от других тюрем, здесь акцент делается не на наказании, а на исправление и возвращение заключенных в общество.
В Австрии, спрятанная на фоне альпийского пейзажа, находится неподражаемая тюрьма Justice Center Leoben, что дословно переводится как «Центр правосудия в Леобене». Пока мир привык видеть тюремный быт суровым, здесь все иначе. Захватывающая современная архитектура встречает новоприбывших высокими стеклянными окнами и дрессированными садами. Заключенные наслаждаются окружением, которое больше напоминает бутик-отель, чем исправительное учреждение. Каждая камера, больше похожая на уютный номер, имеет вид на пышные зеленые окрестности, предоставляя простор и свет. Современные удобства включают в себя фитнес-залы, библиотеки и зоны для отдыха, что далеко превосходит стандартное представление о тюремной жизни, превращая ее в полноценный реабилитационный опыт. Здесь, в Justice Center Leoben, богатые заключенные заново открывают способность ценить простые моменты и переосмыслить свои приоритеты вдали от хаоса внешнего мира. Задуманный как образец гуманного подхода к правосудию, Леобен бросает вызов стереотипам о тюрьмах, даруя надежду на исправление и вторую жизнь даже тем, кто думал, что все потеряно. Потому, кто сказал, что такая система не может быть дверью к новым возможностям. В сердце Джакарты находится необычная тюрьма – Пондок Бамбу, где понятие заключения обретает иной смысл для состоятельных заключенных. Я расскажу вам один примечательный эпизод, связанный с Рату Ату Хасой, бывшим губернатором, оказавшийся здесь за коррупцию. Вопреки ожиданиям, ее пребывание напоминало скорее дорогой санаторий, чем скромные тюремные условия. Просторная камера, где проживала Хоса, больше походила на лофт с деревянными полами и элегантными занавесями. В центре комнаты возвышалась большая кровать с мягким изголовьем, удобства, о которых можно было лишь мечтать обычному заключенному, телевизор с плоским экраном, где она могла смотреть новейшие фильмы, и мощный кондиционер, поддерживающий комфортную температуру в жаркий индонезийский полдень. Все это обеспечивалось благодаря состоянию Хосы, которая знала, как устроить себе комфорт даже в самых неожиданных обстоятельствах. Так, в окружении роскоши тюремный срок для миллиардеров становится лишь досадной остановкой в бурной череде безмятежной жизни, в то время как другие заключенные отбывают свой срок в мучениях. Когда я думаю о тюрьмах, на ум приходит строгая дисциплина, холодные бетонные стены и ощущение полной изоляции. Но есть заведения, поражающие воображение даже самых-самых искушенных богатых людей. Рассмотрим, например, тюрьму Хальден в Норвегии и несколько подобных учреждений по всему миру. В этих тюрьмах миллиардеры, как ни парадоксально это звучит, отбывают срок в апартаментах, сравнимых с 5-звездочными отелями. Они имеют доступ к личным кухням для занятий кулинарией, телевизором с большим экраном и даже студиям звукозаписи. Но что привилегированным особенно по вкусу, это возможность принимать свои семьи в комфортных условиях. Некоторые из известных миллиардеров продолжают руководить своими бизнес-империями из-за решетки, используя строгие, но все же доступные условия для работы. Но самое главное, что привлекает здесь заключенных – ощущение свободы в ограничениях, возможность избежать кошмара, изоляции и сохранить семейные узы, даже если эти узы подсматривают на день из тесной камеры роскоши. Затерянная среди зеленых холмов Испании, Арахуэс – это тюрьма нового типа, где семейные узы не просто сохраняются, а оказываются в самом сердце этой концепции. Снаружи это крепость, но внутри место, где люди отбывают свои сроки с куда меньшими лишениями. Попав сюда, любой был бы поражен. Вместо холодных камер – уютные апартаменты, больше напоминающие довольно дорогие отели. Заключенные женщины могут не только находиться здесь со своими детьми, но и заботиться о них и дарить им детство, пусть и в ограниченных стенах. В больших общих пространствах дети радостно играют, не зная о том мире, который скрывается за высокими стенами тюрьмы. Восприятие наказания меняется, когда ты становишься свидетелем этой необычной системы. Родители здесь не только исправляются, но и развивают привязанность к своим детям, которые, в свою очередь, привыкают жить без страха. Психологи говорят, что это помогает вернуть человеческие качества, утраченные вне закона. Аранхуэс является символом нового подхода. Наказание не означает разлучение семей. В этом кроется удивительное сочетание суровости и заботы, которое заставляет задуматься о будущем всей системы правосудия. Представьте себе место, где властвующее богатство и благосостояние сочетаются с суровой реальностью лишения свободы. Именно так можно описать жизнь в тюрьме Сан-Педро. Здесь нет ничего бесплатного, и все стоит немалых денег. От права на комфортную камеру с мебелью из тикового дерева до доступа к высококлассной кулинарии. Все это остается возможным благодаря наладившейся системе коррупции. Доходы от нелегального бизнеса многих миллиардеров процветают, несмотря на ограничения, и поощряют их роскошный уровень жизни. Это настоящая столица скрытого мира, где деньги решают все. Для заключенных это скорее закрытое сообщество, чем исправительное учреждение, учитывая предоставляемые условия. Здесь миллиардер убеждает других за решеткой, что деньги делают свободу концепции, которая выходит за пределы бетонных стен.
Сан-Педро наполнена парадоксами. Тюрьма для богатых, которая отражает, насколько бесконечны возможности для тех, кто обладает деньгами. Жизнь в тюрьме редко ассоциируется с роскошью, но для определенных влиятельных личностей понятие заточения приобретает иной смысл. Пабло Эскобар, известный наркобарон Колумбии, показал, как можно перевернуть общепринятое представление о заключении. Ла Катедрал, частная крепость, построенная по специальному договору с властями, стала не столько местом наказания, сколько символом его власти. Эскобар распоряжался монументом к своему богатству и влиянию, как личным дворцом. Внутри было все. От джакузи и футбольного поля до дискотеки и эксклюзивного бара. Роскошь была видна в каждой детали, напоминающей больше о вилле, чем о тюрьме. Но даже стены, украшенные по высшему разряду, не могли скрыть темные стороны его бизнеса. После того, как Эскобар убил 4 соратников, его плен превращается в опасную игру на выживание. Скрывшись через секретный туннель, он вновь оказался на свободе, доказывая, что для некоторых людей нет преграды, способной их удержать. История Эскобара напоминает, что деньги и влияние могут создать иллюзию свободы, даже там, куда редко проникает свет. Но финансовые возможности не спасают от реальных демонов, скрывающихся за роскошными фасадами. В Халденфенгель, самой комфортной тюрьме Норвегии, осужденные за преступления миллиардеры чувствуют себя скорее участниками социального эксперимента. В этой тюрьме у отбывающих срок есть почти все. Уютные камеры с современным дизайном, телевизоры, компьютеры и даже отдельные ванные комнаты. Просторные помещения наполнены светом, а за высокими окнами открывается вид на окружающую природу, которой можно наслаждаться в специализированных зонах отдыха. Одним из самых известных заключенных был якобы некий бизнесмен, который восхищался тем, как система здесь направлена на сохранение человеческого достоинства и социальную реабилитацию. Ему предоставляли возможность посещения музыкальной студии, где он не только погружался в мир искусства, но и строил планы на будущее вне тюремных стен. Сотрудники, большинство из которых составляют женщины, создают атмосферу доверия и взаимопонимания. Этот подход оказывается эффективным в снижении уровня агрессии и рецидивов. Халденфенгель — это пример того, что даже за решетками можно вести полноценную и культурно насыщенную жизнь. Роскошные тюрьмы — это парадокс нашего времени, где деньги и влияние способны нарушить границы привычной справедливости. Наблюдая за жизнью миллиардеров за решеткой, мы видим, как для избранных реальность оказывается гибкой. Вопреки традиционным представлениям о наказании, эти элитные учреждения превращаются в места для саморазвития и переосмысления жизни. Но остается главный вопрос: каково будущее правосудия в мире, где роскошь может вставать на пути его осуществления? Погрузитесь с нами в мир, где за решетками таятся секреты и всегда есть место для неожиданных поворотов. А у меня есть для вас очень интересное предложение. Если вы любите интересные истории и можете увлекательно их рассказать, умеете монтировать ролики или даже озвучивать их, вы можете стать частью нашей команды. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. До новых встреч!